Популярная и уязвимая. Так можно описать современную Арктику. Популярная, поскольку привлекает внимание стран со всего мира как перспективная территория, богатая на ресурсы и возможности. Уязвимая, поскольку здесь проживают животные, совсем не готовые к такому развитию событий. Так, каких же видов животных, занесенных в Красную книгу, регион может в ближайшем будущем не досчитаться из-за вторжения человека и изменения климата на планете? Атлантический морж. Не нужно детально описывать это животное, чтобы отчетливо представить его мощные бивни и массивное тело. Казалось бы, такой неподвижный и неуклюжий, однако это настоящий охотник. Благодаря длинным усам, вибрисам, на которых расположено множество нервных окончаний, морж с легкостью выискивает моллюсков. Но теперь и за ним началась своеобразная охота. Все из-за изменений климата. Существование этих животных связано со льдами, на которых они отдыхают и размножаются. Помимо климата, есть еще одна опасность – загрязнение морской среды нефтепродуктами. От последствий таких разливов невозможно избавиться бесследно. Нефть, попавшая на сушу, задерживается там на долгие годы. Более тяжелые составляющие попадают на дно, а ведь это именно та самая территория, где морж ищет себе пропитание. Белая чайка. Популяция этих птиц за последние годы заметно сократилась. Как правило, они гнездятся на равнине или скалах, но нередко их гнезда обнаруживают и вблизи домов. Питается эта птица рыбой и беспозвоночными животными, а иногда предпочитает летать рядом с белым медведем, дожидаясь остатков его добычи. Чайки чувствительны к химическому загрязнению. По словам ученых, в яйцах этих птиц обнаружено высокое содержание ртути. А нефтяные разливы и вовсе приводят к массовой гибели птиц. Нарвал. Это млекопитающее можно встретить исключительно в Арктике. Его также называют морским единорогом из-за бивня, закрученного в спираль и напоминающего рог мифического животного. На самом деле это зуб, который у самцов может достигать в длину до 3 метров, а весить около 10 килограмм. Несмотря на необычный вид, для нарвала такой бивень играет важную роль, поскольку может быть сигнальной антенной, оружием и механизмом для пробивания нетолстого льда. Дело в том, что эти животные весьма чувствительны к подводным шумам. Другими словами, судоходство может отрицательно отразиться на нарвалах. И вновь не стоит забывать о нефтеразливах, которые вызывают необратимые последствия. Как минимум, такие инциденты вызывают раздражение кожи у морских млекопитающих, воздействуют на зрение и снижают способность плавать. Кроме того, страдает и жировой слой. Он перестает удерживать воду и тепло, что нарушает терморегуляцию. Гренландский кит. До недавнего времени ученые были убеждены, что это животное исчезло навсегда. Однако позже выяснилось, что такая гипотеза неверна. В мире еще живут несколько сотен таких особей. Опасность заключается в низкой репродуктивной способности этих животных. Они не могут быстро восстанавливать свою численность. При этом возраст гренландских китов установить крайне непросто. Они могут жить сотни лет. Этот вид находится под охраной. Но нет гарантии, что животное не попадет в дрифтерные рыболовные сети. И опять же, на их здоровье сказываются разливы нефти, что приводит к уничтожению планктона, основного блюда в меню гренландских китов. И если нефть попадает в пасть этого млекопитающего и затем в организм, то вызывает внутреннее кровотечение, почечную недостаточность и ряд других недугов. Белый медведь. Белый медведь тоже обитает в Арктике. Его масса может достигать до 500 кг, однако встречаются особи крупнее – до 750 кг. Сегодня в регионе проживает около 25 тысяч белых медведей. Однако ученые бьют тревогу и предупреждают, что к 2050 году показатель может сократиться на 2/3 и более.
Причин тому несколько, но главное – изменение климата, браконьерство и добыча нефти, которая сопровождается загрязнением вод. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.